Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, сегодня мы с вами будем делать дизайн на тех ручках, на которых вчера мы с вами делали коррекцию. Рисовать сегодня мы будем с вами смешного мультяшного динозаврика. Ну и, собственно говоря, под смешного мультяшного динозаврика мы сделаем фон, который будет самостоятельным дизайном ногтей. То есть, если вы не любите смешных мультяшных динозавриков или ваши клиенты их не любят, тем не менее этот урок будет для вас полезен. Почему? Потому что вот этот вот фоновый рисунок, это уже сам по себе готовый дизайн. Его можно оставлять в таком виде и больше ничего на него не добавлять. И выполняется этот дизайн очень легко и просто, здесь даже не нужно обладать какими-то там сверхнавыками рисования. Что мы делаем? Мы берем каждый слой, подсушиваем и вырисовываем вот такие вот какие-то абстрактные полоски, то есть пересечения зеленых оттенков. Подбираем цветовую гамму таким образом, чтобы все цвета у нас были близкие друг к другу. То есть у нас здесь два оттенка зеленого и синий-зеленый цвет. А уж располагаем эти все элементы совершенно в любом хаотичном порядке. То есть закрываем глаза и мажем так, как будет мазаться. Единственное, что зачем стоит проследить, это за тем, чтобы цвета у нас ложились более-менее равномерно, чтобы они были не совсем полупрозрачные, а чтобы были все-таки наполнены материалом таким образом, чтобы их было видно и чтобы цвет лежал без разводов. Но в данном случае я все-таки сохраняю легенькую прозрачность, потому что, как вы помните, у меня материал, которым я делала коррекцию, он светится в темноте. Поэтому какие-то места я делаю специально, умышленно полупрозрачными, для того, чтобы материал нижний через них просвечивал. А вот какие-то другие места дополнительно вторым слоем наполняю цветом, чтобы они были поплотнее. Итак, заготовка готова, то есть вот это будет фоном под нашего динозавра. В данном случае динозавра мы будем рисовать Тирекса, которого напишем таким образом, что будет чайный Рекс. Сейчас вам не совсем понятно, о чем я говорю, но если вы досмотрите до конца, вам станет все полностью понятно. Обратите внимание, выполняя подмалевок нашего динозавра, опять же, следим в основном за тем, чтобы цвет у нас ложился плотно, чтобы не было каких-то разводов, потому что если мы оставим разводы, то потом будет очень сложно их перекрыть, а нам нужно будет делать растушевки, нам нужно делать подфановки, а если еще дополнительно с этим нам нужно будет смотреть, как бы перекрыть разводы, то плавность растушевок у нас, к сожалению, не получится. После того, как сделали заготовку под динозавра, вырисовываем ему глаза. У нас будет смешной, глазастый, интересный динозавр. И, конечно же, как же не добавить ему улыбочку? Вот такую вот зубатую улыбку мы ему тоже сделаем, потому что динозавр без улыбки – это не динозавр. Ну а теперь, как я и говорила, начинаем раскладывать светотени более темным оттенком, закладываем те места, которые будут находиться в тени, более светлым оттенком высветляем какие-то части нашего динозавра. Здесь, в принципе, рассказывать, где что я делаю, смысла нет, потому что все интуитивно понятно. Все, что находится дальше, все у нас в тени, все, что находится ближе к нам, все на свету. Основная задача в этом моменте – это хорошенечко, чистенько растушевать все переходы.
После того, как готов наш динозаврик, дополняем наш фон на соседних пальцах надписью. Под эту надпись мы прокладываем, как в комиксах, знаете, вот когда человек разговаривает, у него изо рта вылетает стрелочка с облачком, и туда пишется текст, да, вот типа вот такой стрелочки с облачком мы сюда и накладываем, но стрелочку не тянем, потому что динозавр у нас находится на соседнем пальце. Тем не менее, когда мы соберем всю эту композицию вместе, когда мы пальчики вместе соберем, у нас будет понятно, что имелось в виду. На облачках, для того, чтобы они смотрелись поинтереснее, тоже закладываем какие-то светотеневые моменты. Итак, на этом готовы наши заготовочки. Мы перекрываем их финишным покрытием для того, чтобы выровнять поверхность. Потому что нам осталась прорисовка, а прорисовку выполнять по ровной поверхности намного проще, чем по извилистой. Поэтому мы перекрываем, берем тонкую кисточку и прорисовываем нашего динозавра. На соседний пальчик добавляем надписи. Надписи, честно признаюсь, пришлось переписывать 3 раза. 3 раза я ее вытирала и переписывала. Почему? Потому что я не могла подобрать размер буквы, все у меня ничего не помещалось. А вот теперь вам должно быть понятно, что я имела в виду, когда говорила про чайного динозавра. Потому что это T-Rex. На остальные пальчики тоже добавляем немного прорисовки для того, чтобы отконтурить наши разводы, для того, чтобы они стали более читаемые, более строгие и чуть более интересные. И после того, как полностью готов наш дизайн, расставляем яркие белые акценты. То
есть подчеркиваем те места, которые у нас будут самые объемные, добавляем туда белых линий в качестве прорисовки, и наш динозавр сразу же становится более объемный, веселее, интереснее и, кстати, нежнее тоже смотрится. И такой вот веселый, замечательный динозаврик у нас получился. Надеюсь, вам сегодня понравилось, потому что мы с клиенткой были в восторге. Я же надеюсь, вы не забыли подписаться и нажать на колокольчик, потому что впереди вас ждет еще очень много интересных роликов. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!